Всем доброго времени суток, это канал Soul Games, и мы продолжаем Медиум Династии в обновленном варианте. И по заданию у нас разговор с Юнигостом. Так, по ходу дела нужно будет жена, будущая жена. Но я думаю, наверное, ты останешься. Так, как дела, красотка? В чем разница между женским аргументом и ножом? Что он мне скажет? Плюс 5, симпатия 52. Нет, и я не знаю, каковы же, и они острые и убийственные. Непонятно, что ты там говоришь. Попробуем дальше. Спортивная фигура это рановато, я думаю. Знаете, как называется свинья, которая забежала в колючий куст? Спросить у нее? Ну, спросим. Симпатия 0. Довольно умно, но слишком забавно. Угу. Ваша улыбка греет сильнее, чем пламя костра. Спросим. 0. Поэтому я использую веточку с небольшим количеством золы, чтобы чистить зубы. Зубная боль очень непродуктивна. Причем здесь боль? Причем здесь зуб? Так, у нас повысился уровень дипломатии. Я думаю, сразу необходимо его применить. Так, дипломатия, знание дипломатии. Дипломат от Ромео мне как раз таки сейчас пригодится. Мы возьмем. Ладно, пойдем искать господина Юнигоста. Где он опять? Он, видимо, в таверне. Да, пришло дело. Время перекусить. И вот он, друг наш, сидит. Здравствуй, Юнигост. Давно не виделись. Здравствуй, сынок. Действительно давно, Росимир. Как поживаете? Отлично, я недавно встретил Волерода. Я рад. Почему вы идете по пути прошлого Иордана? Как и хотели. Да, вот почему и на самом деле здесь. Я хотел спросить вас о Кестрел. О, значит, вы слышали о ней? Да, Воральд упомянул ее имя, но больше ничего. Это не моя история, чтобы с ней делиться, сказал он. Юнигост, это действительно странно. Почему он так сказал? Действительно странно. Я имею в виду, что она... Да, она была частью стаи. Это... Похоже, вы пытаетесь вести себя непринужденно, как будто у вас инсульт. Вы правы, извините, я просто не был готов к этой теме, к ее теме, к ней. Видите ли, Кестрел была... Я помню тот день, когда мы встретились. Я, Иордан и Самбар возвращались с одной из миссий. Это было действительно потрясающе. Ограбление, уловка, битва, революция. Провал. Короче говоря, мы были вынуждены срезать путь через одну реку и в процессе потеряли большую часть нашего оборудования. Наших скакунов тоже. После нескольких дней блуждания по лесу мы наткнулись на небольшую деревню. Мы были слишком измотаны, чтобы даже думать о том, чтобы попробовать что-то элегантное, поэтому решили просто взять лошадей из конюшни и оставить немного денег. Так мы сделали. Начали в спешке выезжать на лошадях из деревни, как вдруг услышали громкий свист. Лошади сразу же остановились на месте, как будто были очарованы. Иордан упал сразу. Самбар изо всех сил пинал лошадь, но она даже не двинулась с места. А потом мы услышали ее голос. И она застрелила вас? Если вы, мальчики, хотите, чтобы ваши мужские достоинства и головы были прикреплены к вашим телам, вы слезете с моих лошадей и побежите. Я оглянулся и увидел самую красивую женщину, которую я когда-либо видел, держащую лук со стрелой, направленную прямо мне в глаз.
В этот момент ваш дядя сдвинулся с мертвой точки, будучи чертовски рассерженным, и начал высказывать ей все, что он думает. Поэтому она немного сдвинула лук и выстрела. Она застрелила его. И глазом не моргнув, мы с Амбаром чуть не умерли от смеха. Что? А почему? Это был первый и единственный человек, которого мы знали, кто заставил Иордана выглядеть дураком, даже ребенком. Видеть, как Иордан истекает кровью, а мы смеялись над этим, должно быть, было невероятно странно. Она наверняка думала, что мы какие-то психи. Я уверен, что она это не сделала. В итоге мы провели вместе целый день. Она ухаживала за раной Иордана, который все это время не сказал ей ни слова. И мы с Амбером просто умоляли ее присоединиться к нам. Когда мы объяснили ей нашу миссию, чего мы хотели, то мы раньше не делали с незнакомцами, она вдруг согласилась. А вот так. В этой женщине не было даже капли страха. Самая храбрая душа из когда-либо родившейся. Пятый был за Воллерода, верно? Единственным ее условием было забрать всех лошадей. У нее не было никакой семьи, кроме этих животных, и семья никогда не остается позади. Их было 5. Кто-то может назвать это совпадением или чем-то другим. Судьбой. Действительно, коня звали Бур. Что делает его полностью подходящим для его будущего владельца? Бур таскал наши сумки почти год, пока не обзавелся нас наездником. И эти двое стали лучшими друзьями. Я вот что вам скажу. Вернемся к Кастел. Иордану она сначала не понравилась. Только раз я видела его с таким неуверенным в себе. Он не смог околдовать ее своим взглядом, как любую другую женщину. Поэтому и негодовал. Они были вместе, Кастрел и Иордан. По крайней мере на время, потому что вскоре все стало на свои места. Солнце всегда встает на востоке и заходит на западе. Это невозможно изменить. То же было с Иорданом. Он всегда получал то, что хотел. Этим следовало восхищаться и желать поступать так же. У нее действительно не было шансов. Ну, это началось как интрижка. Но разве не так начинается каждая любовь? Вскоре они стали разлучными. Разлучными. Если бы я не знал Иордана так хорошо, я бы сказал, что она изменила его. Но он не изменился. Он не мог. Он просто наслаждался своей новой игрой. Отношениями. Даже Саммер в какой-то момент понял это. Да все поняли, кроме Кастрел. Вы имеете в виду любил как семью, верно? Вскоре Иордан эта игра, как и любовь другая, наскучила. Поэтому он вернулся к соблазнению и развлечениями с другими женщинами. Но теперь перед ним стала другая задача. Еще одно волнение. Хранить это в секрете от Кастрел. Было больно смотреть. Действительно больно. Особенно, когда я так сильно любил нас обоих. Что вы имеете в виду? Рассимир. Я полюбил Кастрел с того момента, как она направила на меня стрелу. Но я всегда был застенчивым, и жизнь в тени Иордана только усугубляла это. Так что я держал все в себе. Годами. Пока я это не сделал. Значит, вы предали Иордана? У нас завязался роман. Дорогой Рассимир, нет ничего черно-белого. Вы определенно узнаете это с возрастом. Все мы живем в бесконечных оттенках серого, но да, это бесспорно. Я ненавидел себя за это. Я ненавидел его за то, что он ранил любовь всей моей жизни. За то, что заставил меня солгать и сохранить его грязные секреты, в то время как у меня был один из их собственных. Честно говоря, это было утомительно, но я не мог остановиться. Я не мог ее потерять. И она тоже не могла перестать любить его. Это не ее история. Все пошло под откос, когда она
забеременела. Я не мог ни есть, ни спать, я начал дистанционироваться от нее. Неизвестно убивала меня. Был ли Элиардан отцом? Я лежал с женщиной, которая вынашивала ребенка от другого мужчины. Что именно? Или может он был моим, и я не собирался воспитывать, а собирался жить, как его дядя, во лжи, как трус? И все это время в моей голове проносились самые мрачные мысли. И все же виню себя в этом. Хотел ли я, чтобы это произошло? Ребенок был мертворожденным. Я хотел умереть вместе с ним в тот день, но в то же время я чувствовал облегчение. Какой-то человек чувствует облегчение в какой ситуации. Когда Эркдан вышел из комнаты, мне захотелось видеть его глаза. Я хотел быть уверенным в том, что именно должен чувствовать. Она не позволила мне. Я присоединился к Эркдану в его горе. Мы пили и плакали всю ночь. Я притворялся просто чутким братом. Но я был подонком собственным горем. Юнигост, вы мне очень жаль, я понятия не имел, через что вы прошли, через что вы все прошли. Тело ребенка было сожжено утром. После этого я больше не мог вернуться к Эстрел, как и Ардан. В тот день она потеряла 3 своих мужчин. Все были поглощены пламенем, развеяны ветром, как дым и пыль. Мне нужно увидеть, Юнигост. Вы сказали, что все вы оказались тут, в долине. Вам не о чем сожалеть, дитя мое. Я пытался сказать вам то, что с самого начала. Не завидуйте нашим жизням. Мы пытались сделать что-то хорошее, что-то изменить. Но мы не были героями. Мы все расплачиваемся за это. Я не знаю, где она живет. Она не хотела, чтобы ее нашли, я поэтому и никогда не искал. Но я почти уверен, что Самбар знает, и вы можете попробовать вместе с ним. Тогда этим займусь. Расимир, если увидите ее, скажите ей, что я... Неважно. Будьте здоровы. Ох и история, как тут у них все интересно. Значит, мне нужно опять Самбару. Да что ж такое? Самбар, ты прям у меня... Детки-то растут. Значит, мне нужно будет встретиться с Самбаром. Вероятно, он скажет, где ее искать, и придется бежать опять в другое поселение. Ладно, что сделать? Надо так надо. Покушать надо. Вот что надо. Еда, сушеное мясо 50%. Надо бы поесть. А иначе пропадет. Пропадет. Так, вот по поводу бандитов есть информация, что бандиты появятся через игровой код. А пока что у них стоят просто лагеря, пустые лагеря. Что ж, через год, сейчас у нас осень. А начали мы летом, значит следующим летом теоретически должны появиться друзья-товарищи, которые будут попадаться. И к этому моменту, соответственно, нужно сделать хотя бы лук. Скажем так, оружие дальнего боя, поскольку в ближнем я чувствую, с ними не справлюсь. Хотя, как знать, может быть, они не такие опасные. Грибочек. Что за грибочек? Белый гриб. Хорошо. Мухомор мы такой не едим. Мухомор. Ягоды. Угу. Значит, что сделали? Осенью ягод уже нет. Они у нас есть только летом. Хотя обычно бывает так, что ягоды и грибы в основном по осени.
Ну да ладно, так захотел разработчик, что же делать, пособираем грибов, лишними не будут. И пойдем опять Самбору, Самбору, как правильно, Самбор, Самбор, напишите. Частенько мне стали говорить, что плохое качество звука, да, я с вами полностью согласен, поэтому сегодня пробуем новый микрофон. Напишите в комментариях, как вам качество звука. Лучше стало, хуже. Мне интересно. Я ж стараюсь для вас. Вот, честно говоря, не помню в прошлых версиях такую красивую осень. Кстати, зрение до сих пор не работает. А почему? Какой красивый мухомор. Вот здрасте тебе, вот ты мне тут нужен тут. Волк. Правильно, я ж без копья побежал, а? Балбес. Совсем заговорился. Ладно, тут Самбор, Самбор наш друг. Ой, Самбор. 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 Мне очень нужно знать, где найти Кестрел. Я сказал, что вы меня не беспокоили. Да, понятно. Но вы хотите знать, что прямо сейчас? Да. Потому как дело срочное и ждать нельзя? Да. Ладно же. Я серьезно собираюсь как... Ой, вы серьезно собираетесь так же меня эксплуатировать? Великолепно. Тогда кажется, что у меня есть все рычаги воздействия. У меня для вас есть поручение. Вы вправду сволочь, Самбар? Что мне сейчас, расплакаться? Нет. Вместо этого вы можете попробовать упасть замертво. А как бы вы тогда нашли Кестрел? Тьфу ты, что вы хотели? Достаньте мне серьезные вещи. Какие? Свекла, лук, капуста и морковь. Вы шутите, что ли? Вы хотите, чтобы я сейчас принес вам эти продукты? Сейчас, когда история начинает становиться такой интересной. Я буду с вами откровенен, мальчик. Мне все равно. Принесите мою еду и получите свою ценную информацию. Посмотрите на это плохое повествование. Вы ничего не можете с этим поделать. На ваш взгляд, это смешно? Или умно? Или цинично? Или как? Другого выхода нет, у меня нет выбора. Полагаю, единственный выбор, который у вас остается, выбрать способ получения овощей. Ты просто лень. Прекрати лаять, подойди и принеси собачка. Ненавижу. Ай, значит, мне нужно принести ему 20 свеклы, 20 лук, 20 капусты, 20 моркови. Ну, товарищ, где я тебе столько возьму, да? Ага, у нас сейчас вечер. Вечер. А сколько вечера у нас? А вечера? А, подожди, день. Ну да, вечер 6:40. Так, успею ли я? Успею ли я? Успею, да? Успею, что? Вернуться придется обратно. Придется вернуться обратно. Что делать? Где мое копье? Там где-то был волк. С волками я пока не дружу. С волками. Так, стоп. А что у нас есть поближе? Да поближе у нас ничего. У нас есть Борово поближе. Поселение Борово. И мы туда сейчас направимся. Ну вот как-то так. Заодно посмотрим, что есть интересного в лесу. Может быть, что-нибудь найдем. Ну вот, например,
Например, грибы. Почему этому товарищу не устраивают грибы? А тут грибов много. Наверное, добежим, переночуем, а потом заглянем к дамочке. А потом в таверну. Закупим продукты и обратно. Что это у нас? Бревно. А не пригодится ли мне бревно? Да я думаю, пригодится. Ага. Ага. Не пойдет такой расклад. Перегружен. Гниль. Бросить. Это что у меня пропало? Что-то пропало. Гриб-зонтик, жареное мясо, зелье мгновенного лечения. И бревно. Ладно, бревно. Мы пока с тобой распрощаемся, к сожалению. Кожа, льняная нить, пивная бутылка. А, кстати, продать ее. Так, бежим Борова. Деревенька Борова. Я правильно бегу вообще? Ага, совсем правильно. Вот так вот. Пройдет зима, и следующей весной надо будет уже строить капитальное поселение, планировать место искать. Иначе делов не будет. Сейчас пока я добегу, уже там все будут спать. По всей вероятности. Так что пойдем, наверное, домой. Че факел тратить-то? Водички попить. Значит, поговорили мы с Юнигостом. Юнигост рассказал историю о Кестрел. Как у них там все весело было. Отправил меня Самбуру, поскольку он не знает, где сейчас находится и живет Кестрел. И друг Самбур просто так не хочет делиться информацией. Ему нужна капуста, морковь, лук, свекла. Что ж, найдем ему эти вещи. Ладно, я сначала поспать, а с утра заглянуть в продуктовый магазин. Так, здесь ничего испортившегося нету. Глина, ветка, 30, овсяный эль. Да, я хотела скинуть эти бутылки. А хотя не скинуть, их нужно продать, поскольку они мне сейчас в ближайшем времени пока не пригодятся. Угу. Доброе утро. Доброе утро, хороший денек. Ага. Такой осенний денек. Кстати, у меня капуста. И есть у меня одно размышление. А если капусту оставить... Если капусту оставить в огороде, сколько она протянет? Я с расчетом того, что если брать собирать ровно то количество, которое ты можешь съесть, а остальное оставить в огороде. Вот это вот и посмотрим. Мне интересно. Не собирать ее и сколько она сохранится. Если она зимой пропадет, ну, значит фокус не получился. Зато попробуем. По-моему, никто еще так не пробовал. Ну, хранить-то мне негде. Так, подруга, а ты... Друга, ты чё сел рядом с моей подругой? Я тут с ней дружу. У нас тут любовь, романтика. Как дела, красотка? Так, что такое смерть? Это конец? Начало? Может ли в этом быть красота?
Должна ли она принести печаль, а может рефлексию? Единственное, в чем мы уверены, так это в том, что это неизбежно. Ну что, спрашиваем? Вот зря я спросил. -5. Смерть есть смерть. В этом нет ничего особенного. Это просто отсутствие жизни. Ты больше не хочешь со мной разговаривать, да? Ладно, до свидания. Тебе может какой-то подарок перенести, что ли? Да? Подарок тебе какой-то. Ну ладно. А, кстати, пока сидишь тут, покажи мне свои товары. Ну, кстати, у тебя есть все, что мне нужно. А что я буду бегать? Я сейчас тебе продам. Что тебе продам? Пшеничное пиво. Ну, не хочу я его. Вот видишь, как 260, да шикарно. Цикорий, ягода, ветка, кожа. Кожа я тебе тоже продам. На. Забирай вот пивную бутылку тоже. Семена свеклы, шерсть. Шерсть я тебе тоже продам. 6 монет. Угу. Это надо было в сундук скинуть. Так, и что нам нужно по заданию? Я вот... Ну-ка, сейчас, подожди. Мне нужно свекла, лук, капуста. Подожди, куда пошел? Морковь, свекла, лук, капуста, морковь. Подожди. Я ж тебя купить хочу. Так, свеклы покупаем. 20. Нам же нужно 20. Так. Капуста. Нет, ладно, куплю. Капуста. Свекла, по-моему. 20 надо. Слушай, я сейчас не донесу. У меня уже перегруз, надо ему что-то продать. Так вот, подожди, мне что еще надо? А, лук и морковь. Подожди, я еще ж не все закупил. Мне тебе еще и продать надо, что? Лука 20. 20 лука. Самбор какой, а? И моркови 20 купить. Сейчас я вообще тут перегружен буду. Угу. Так, цена, вес. Каменный топор, каменная кирка весит 3 килограмма. Наверное, я ее продам, поскольку эту вещь можно сделать и самому. Сушеное мясо, цикорий веса не имеет. Удобрения продам. Мне нужно миссию выполнять, так что льняная нить, ветка, это тебе тоже продам. Покупай, пригодится. Ягода. Продам. Продам я тебе ягоду. Ну и 37-35, чтоб тебе еще продать-то, зверобой может пригодиться. Бруки. Что за бруки? Вот на тебе лопату. 35 и что? Деревянное копье. Ну продам тебе копье. Все, хорошо. Ничего не берем. А беги. Квест обновлен. Доставить самбар. Все, продукты я купил. Бежим опять к самбару. Через Борова там есть еще одна красавица. Распрекрасная. Может, с ней получится. Попробуем. Все равно по пути. Грибок. Так, я уже и забыл, где эта дамочка сидела.
Думаю, что ее уже и замуж там кто-нибудь взял. Ой, ой, вы чё, близняшки, да? Близняшки? Чё чешешься? А где та дамочка, которая... Не знаю, Милена. А, она это... Милена не разговаривает со мной. Я с Миленой не дружу. Надо бы к тебе заглянуть потом. Так, ладно, прямым ходом Самбару. Самбару. Отдаем продукты. Сейчас он нам скажет, где Кэстрел. И побежим Кэстрел. Побежим. Пойдем. Уже где-то был волк. Надо же взять копье. Без копья очкую. Без копья страшно. Грибочки. Так и не попался мне ни один лагерь товарищей бандитов, тунеядцев, пьяницев. Самбар где-то рядышком. Вот ваша дурацкая еда. Что вам нужно? Посмотрим, все ли там. Не испытывайте меня, Самбар, где она? Эй, не смейте. Где? Горница. Горница. Ага, значит она в горнице. Ну я так и знал, мы отправляемся в горницу и ищем Кэстрел. А у тебя что тут есть? Топор. Ничего интересного. Хорница у нас. Хорница. А где Хорница? Не понял. Борова. Вот это что ли? А, это Х такая. Ну да, вот он значок стоит. Ладно, идем в Хорницу. И тут я точно, мне кажется, встречу бандитов. По крайней мере, хоть лагерь встречу. Копье. Без копья никак в этой жизни. Без копья никак. Лиса? Лиса, ты за мной? Что тут? Розовая волнушка? Интересно. Все этот момент с капустой мне, честно говоря, напрягает. В том плане, что если я оставлю его на зиму, теоретически она должна пропасть. Ну, пропасть в смысле, если ее не собирать. Вот, только как вариант можно оставить 2-3 кочана и просто за ним понаблюдать, иначе просто потеряю весь урожай. Будет обидно. Ну вот. Разберемся с Кэстрел. Нужно будет посмотреть это дело. Чё ты так быстро устаешь?
копье. Пэм. Да, без коня, конечно, тяжеловато. Но на коня мне денег не хватит. Совсем не хватит. Тут ни лопат, ничего нету. Никаких лопат. Хоть бы сундучок какой-нибудь интересный попался. Для разнообразия. Че так быстро устаешь? Так, стоп. А это что? Деревянная лопата, сундук. Зелье исцеления, прекрасно, монета. Лопата. Ну возьмем лопату. Почему бы нет? Почему бы нет? Какой-то тут обрыв такой интересный. А это что? Я думал, виселица. Неужели ни одного лагеря нету? А? Ну как так? Ну как так? А ты чё, лазить разучился? Ух ты! Ох, что случилось? Что? Ударился? Больно? Вот так вот по горам лазить. Ты не ассасин. Паркура тут нету. Ух ты! Это что тут теперь уже вот так вот стало? Ха. Пилёха. Что-то, по-моему, не туда иду. Что-то надо перекусить. Белый гриб 100% есть один. Гриб-зонтик. Тут еще и отравление получается. Но у нас есть зверобой, делов-то. Вот так вот. Жареное мясо 50%. Надо есть побыстрее. Иначе пропадет. Розовая волнушка. Ух ты, какая она отравленная. Розовую волнушку есть не надо. Чтоб вы знали. Так, значит надо. Отравление. Употребление некоторых грибов, а также незрелых фруктов или гнилых продуктов может вызвать отравление, которое может быть смертельным. При отравлении параметр сытность не может быть увеличен. Отравление можно увеличить с помощью зверобоя. Вылечить. Ну да, это мы знаем, вот надо зверобойку искать. Зверобой. А тут походу еще тебя мне не хватало. Зверобой. Все, вылечился. Хорошо. А надо на запас взять зверобоя.
Кестрел, я иду тебя искать. Так, озеро. Один из вариантов постройки поселения, планирования поселения, я думал, возле озера. Тут более-менее такое свободное, открытое пространство и мало веток. Потому что если потом построишь деревню, у тебя будет по всей деревне валяться ветки, то есть по тем местам, где раньше вот они лежали. Ну, теоретически вот неплохое место, но какое-то кривоватое. То есть, как вариант, можно здесь, но вокруг мало мест для расширения. Вот, к примеру, хорошее, да? Но расширяться-то некуда. И дорога рядышком. Как вариант, для маленькой деревеньки может быть и да. Ну зачем маленькая деревенька? Хочется что-нибудь такое большое, серьезное. Кестрел, я иду тебя искать. Я даже знаю, кто ты и как ты выглядишь. Насколько я помню, ты охотница. Кестрел, если речь шла за луки, стрелы и лошади, мы идем тебя искать? Кестрел? Ну ты явно не Кестрел. Вероятно, в таверне ее можно найти. А, ну это ж не таверна. Вот и сейчас таверны другие. Где таверна? Таверна. Ну проще всего было найти ее вечером, когда все собираются. Берта. Так, кстати, а по поводу... Ой, ты не с Африки? Так, где это Кестрел? Кестрел. А, так может проще спросить надо? Где мне найти Кестрел? Элис. Так, походу не получится ну спросить. Где же ты, Кестрел? Кестрел, я тебя ж ищу. Я же тебя ищу. Где ты? Это у нас землекоп. Водовоз. Водонос. Там, насколько я помню, была конюшня. Но не в конюшне же она. Не в конюшне. Сколько, кстати, лошадь стоит? 10 500? Да что ж такое-то? Бона. Каролина. Где это Кестрел? Неужели ждать вечера и искать ее вечером? А, ну собственно, что я туплю-то, вот же она. Вот же она. Или это не она? Нет, это просто там. Это просто не то. По идее должен быть охотничий домик. Насколько я знаю. Где у них охотничий домик? А могу ли помочь? Где не могу найти? Домашний скот, дикие животные. Может, дикие животные? Я тот человек, кого вы ищете. Домашний скот, гуси, куры. А, нет, это не то. Спасибо, все, что хотел знать.
Да я ничего не узнал. Что я хотел знать? Я ничего не узнал. Кестрел, ты где? Ну ты охотник, явно. Ты охотница. С какой-то восклицательный знак есть. Может она охотник, может она где-то на охоте, может сверху посмотреть надо. Да, много чего увидишь. Кузнец, ты не знаешь, где Кестрел? А это я не знаю. Где мне ее найти? Люди добрые, подскажите. Элис, где могу найти? Продавцы. Охота. Охотник. Так. Не то. Продавцы. Добыча. Лесоруб, шахтер, травник. Так, домашний скот, козы, овцы, ослы. Дикие животные, я не так, кого вы ищете. Так, где могу найти домашний скот, лошади, хорника? Нет. Нет. Да где эта дамочка сидит, да? Вероятно, она... Опаньки. Опаньки. А ты вот где было? А что с тобой? Ну, ты прав. Кестрел, это вы. Я Расимир, племянник Иордана. Я встаю рядом с горой и рублю ее ребром руки. Но я собираю все осколки и делаю остров. Может даже немного прибавить песка. Кестрел, вы здесь? Вы меня слышите? Ждет у окна с этим лицом, которое он держит в банке у двери. Для кого это? Это бессмысленно, вы пьяны в стельку. Я знаю, я принесу вам особое зелье, которое поможет вам проветрить вашу голову. Пока радуга не выжигает звезды в небе, пока океан не накроет каждую высокую гору, пока день не станет ночью, а ночь не станет днем, пока деревья и моря не вылетят вверх и не улетят. Сколько дорог должен пройти человек, прежде чем вы назовете его мужчиной? Ответ уносит ветром. Не беспокойтесь, я вернусь. Зелье трезвости. У меня... Чё, подожди, у меня, по-моему, было... Так, зелье трезвости. Мне нужно зелье трезвости. И где мне его взять? Зелье трезвости. Где его взять? У меня же было зелье трезвости, а я его скинул дома. Ай. Так, дикие животные, продавцы, охота, добыча специальная. Экзотические товары. Гастовия. Так, производство животноводство, производство, охота, добыча, сельское хозяйство. Нет. Дикие животные нет. Короче, мне нужно зелье трезвости. У меня же было зелье трезвости. Я же его нашел в самом начале. Зелье исцеления, лечения, трезвости. Это оно лежит у меня дома. Я с собой его не ношу, я откуда знал, что нет, оно и не потребовало взялось. Зелье трезвости. Где ж мне теперь его искать? Да, что же за дела-то такие? Сейчас-то вы... Ты чё, не можешь запрыгнуть? Семен Семенович. Мне, походу, нужно найти травника. Травника. А кто у нас травник? Кто травник? Никто? Ну не бежать же домой. За зельем трезвости.
Несерьезно? Тут ничего не сделаешь. Сейчас спросим в таверне, может у них что есть. Так, покажи мне свои товары. Может у тебя есть зелье трезвости? Медовуха, свекла, бла-бла-бла, сидр, бутылка медовухи, пивная бутылка. Но это не то. Мне нужно... так, где могу найти? Продавцы. Производство, швея, трактирщик, ремесленник, повар. Повар. Ну ладно, будем искать. Берта Каролина. Каролина. Каролина, скорее всего, швея. Не то. Ну, этого вряд ли. Ну, что делать, что делать? Надо и искать зелье трезвости. А у тебя нету? У тебя нету, друг? Ну, бежать домой, ну, очень же... О, сыр появился, кстати, сыр. Сыр, вероятно, делать будет с молока. Потом. Ай, беда, беда. Ну что ж, бежать домой, что ли, за зельем трезвости? Ну, это далековато. Ну, делать нечего. Сбегаем домой. Заодно разберемся с капустой. А волки, что ли, за мной бегут? Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Зелье исцеления. Бегу вообще не туда. Не надо сюда. Как же плохо без коня. Без коня вообще ужасно. Ага-га. Как оно тут? Как оно тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой. Надо поосторожнее, тут еще и зуберы ходят. Бегают. Зуберы. Зубры. Зубери. Куда я бегу, а? Вот куда я бегу? Мне нужно совершенно в другую сторону. Я иду домой, я сейчас пока туда-сюда сбегаю, она уже и так протрезвеет. Зелье исцеления надо попробовать. Белена используется для снижения алкогольного опьянения. Может, я белены надавать? Зелье исцеления. Съесть. И чё?
Зелье исцеления-то оно-то как-то не помогает совсем. Итак, добрался до своей хижины. И мне нужно зелье. Так, стоп. Зелье температура. У меня, оказывается, не было зелья до трезвости. Зелье температуры. Значит, мне нужно искать зелье трезвости. Очень интересно. Ну, попробуем поискать в Гастове. А где же тогда еще есть травник? Зелье трезвости. Может, подождать, она протрезвеет? Жена будущая. Давай с тобой поговорим. Как дела, красотка? Она не хочет со мной разговаривать. Так, где же искать зелье-то, а? Ну, явно не в таверне. Гастоя, покажи мне свои товары. Ну, у нее вряд ли будут. Мне кажется, нужно просто подождать. А до следующего дня, да нет. Зелье трезвости. По заданию так и стоит. Зелье трезвости. Где ж мне его взять-то? Зелье трезвости. Так тут и беда в том, что и травника-то нету. Травника-то нету. Где взять травника? А здесь что? Здесь кухня. Аделина. Так, Аделина, может, у нее есть? А, зелье трезвости. Где же его взять-то? Где же взять-то зелье трезвости? Прям беда какая. Да нет, это тут его не будет. Тут его не будет. Где его искать? Где его искать? Не валяется? А да, такие вещи на дороге не валяются. Значит, будем спрашивать у людей. Давай у тебя спросим. А где я могу найти? Просто трижды обернитесь, подпрыгните, присядьте, сделайте шаг вправо и спросите кого-нибудь еще. Ну, спасибо. Ну, спасибо. О! О как! О как! А тут стеклянная бутылка, наперсток, но цена-то конская. Стеклянные бусины. Игольник. Че, купить стеклянные бусины? И сделать подарок вот этой дамочке. Давай тебе подарок сделать. Сделаю. Романтика. У меня есть для тебя кое-что. Стеклянные бусины. Будешь? Ох, +8. Вам не следовало этого делать. У меня нет ничего, что я могла бы вам дать взамен. Ну ладно. И не надо. Нам и не надо. Мне нужно зелье трезвости. Вот же ж незадача. Где ж мне его искать-то? Еще у меня возник один вопрос. Что-то не видно бандитов, не видно лагерей. Вот, и как бы посмотреть в настройках? Напишите в комментариях, может кто знает, как посмотреть, указал я на в настройках или нет. Значит, у меня есть зелье мгновенного лечения. Оловянный слиток надо будет сразу. Семена свеклы, шерсть, шерстяная нить. Это все надо будет сразу скинуть. Так, а вот зелье температуры есть, а зелье похмель трезвости. А нету. А нету. А нету. Спать еще рано. Спать еще рано. Ну вот, кстати, по поводу капусты. По поводу капусты, наверное, попробую собрать и оставить
Ну вот, штучки 4 качана оставлю и просто поинтересуюсь. Просто для интереса. Сохранятся они на зиму? Будут ли они также торчать? Тут с краешку оставлю. Так, а у меня разблокирован амбар. Вот, а вот эти 4 оставлю. Просто ради интереса. Так, капусту в склад. Капусту в склад. Так, 100%. Где взять зелье трезвости? Попробую еще раз поискать. Может посмотреть в описании. Так, кстати, древо технологий. Хранилище можно строить. Так, знания. Глава, структура, ремесло, рыбалка, флирт, источники пищи, подарки, здоровье, охота, житель, инвентарь, мать, соседи, отравление, времена года, режим сбор. Выберите режим. Что значит выберите режим сборки? А, понятно. Налоги, температура, резко деревьев, жена. Ух ты. Интересно. Так, одежда, инструменты, ремесло разное. Монета, деревянный кубок, янтарное ожерелье. Тип подарка, колье из неотшлифованного янтаря получается любителям украшений. Но это не то. Стеклянно. Мне нужен зелье. Зелье. Ремесло. Может быть ремесло. Камень, ножницы, бумага. Это не то. Расходный продукт. Тоже не то. Инструменты. Ну вот и как бы тут нету про зелье. Про зелье здесь ничего нету. Как же быть? Как же быть? Где взять это зелье-то, а? Кто подскажет? Мясо поесть. Может, умнее стану. Белена. Так, отравление. Значит, я отравился, да? Зверобой. Зверобой вам помощь, товарищ. Зелье трезвости, зелье трезвости. Вишня, лук, морковь. Это не то. Одан. Одан. Ну, это вот экзотическими товарами торгует. Это не то. Где мне его взять? Ну, по всей вероятности, это зелье должно быть там где-то. Я ж не буду искать, бегать по всему лесу, чтобы найти сундук с этим зельем трезвости. Но это не серьезно. У тебя тоже ничего нету. Как же быть? Как же быть? Сейчас она уже, по идее, должна протрезветь уже. День прошел. Вот. На утро она, может, протрезвеет. Сомневаюсь. Честно, сомневаюсь. Будем искать. Наступит новый день.
И нужно продолжить поиски. Итак, новый день. Новый день. Что нам даст этот день? Пойдем обратно. Хорнику. Хорнику. Это не обратно надо, назад идти. Ах, беда. А я так верил, что у меня дома лежит. Потому что я находил это. Буквально в самом начале игры. Находил эти бутыльки с этими зельями. И находил я их. Так вот, здесь где-то сразу они лежали. Лежала эта телега с зельями. И еще один вопрос, который мне до сих пор меня мучает. Вопрос о том, включил ли я бандитов. Потому что я не вижу ни одного лагеря. Кто знает, подскажите, как посмотреть и как проверить на начальном этапе, включил ли я бандитов. Сколько в настройках я не могу посмотреть. Уже не могу посмотреть. О, сундук. Железная руда. Ну, хорошо, лучше зелье там было. Деревянная лопата. Уже столько этих лопат. А уже можно хозяйственный магазин открывать. Вот, честное слово, не вижу ни одного лагеря. А они должны быть. По-любому должны быть. Хоть пустые, но должны быть. Было бы большой удачей по дороге где-то найти сундук с этим зельем. А, подожди, там же в телегах это было. Я тогда нашел эти зелья, пузырьки в телеге. Значит, надо искать телегу. Ну вот вдоль дорог как раз и пойдем внимательно смотреть. А в крайнем случае нужно искать концы там орники. Раз там есть это задание, значит, как-то что оно должно выполняться. Зелье у кого-то можно ж купить. Слушай, ты назад пошел. Цикорий. А ты кто? Ты никто? Что-то я припоминаю, что, по-моему, я продал это зелье. Просто тупо продал. Я еще, по-моему, продавая говорил, что оно мне не нужно. А оно мне нужно, оказывается.
Здравствуй, здравствуй, волк, ты мне не нужен. Я с тобой не дружу вообще никак, ни разу. Иди сюда. Там еще и второй. Вот так вот. Здрасте, приехали. Ай-яй-яй-яй, что-то сегодня никак не идут дела-то, а? Дела не идут никак. Все, быстренько, не отвлекаемся. А волки там не зря сидели. Возможно, там что-то и есть. Может быть, какой-то сундук. Ну, хотя обычно просто, наверное, просто волки сидят и все. Хорника. Да, все правильно. Сейчас бы в идеале найти бы по дороге сундук, либо телегу разбитую с этой... Ай, с этим зельем трезвости. Опять эти волки, да что ж такое-то? А, так вот он. Кто ты? Енот или как вот? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я его нашел. Лучше б зелье трезвости нашел бы. Ну, кстати, неплохое место для базы. Не база, а для поселения базы. Сейчас посмотрим, может она уже протрезвела, а что уже день прошел, то сколько можно-то бухать.
Что это? Так, кстати, ее дом находился где-то напротив таверны. Дом, где напротив двери стоит стол с цветами. Цикория. Не, она до сих пор бухая. Это что тут проблевала все? Нет. Нет, делов не будет. Делов не будет, да. Надо зелье трезвости. Где-то ж можно его взять. Где-то ж можно его купить. А кстати, у них лавка травника есть? Я вот нигде не видел лавку травника, кстати. Это водонос. Прям какой-то замкнутый круг получается. Где же взять это зелье-то? Где могу найти продавцы? Специальные экзотические товары. Домашний скот, охота, добыча, производство, животноводство, специальное производство, может. Так, швея, кузнец, повар, ремесленник. Нет, нет. Не могу найти. Мука, хмель. Нет, нет и нет. Где я могу найти? Продавцы. Специальные, только экзотические товары. Ну так несерьезно. Так несерьезно. Люди добрые, ну подскажите, кто знает, напишите в комментариях, где взять зелье трезвости. Помогите.